А себя видеть могу? Здравствуйте, уважаемые господа и дамы. Начинаем сегодняшний вебинар. Сейчас я быстро перейду в вебинарную комнату. Сегодня я хочу посвятить наш вебинар ответу на вопросы, которые вы задавали мне в моей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ, которая находится в Facebook. Я постараюсь сегодня ответить на все вопросы, которые вы задавали, которые связаны с эзотерикой. Итак, первый вопрос. Галина Смотрова. Добрый вечер, Андрей Андреевич. У меня немного странный вопрос. Интернет заполнен, что мы входим в 5-е измерение, над Землей зависли инопланетные корабли. Контактеры вступают в контакт, атланты, плеядинцы производят зачистку Земли от черных сил, перезагрузку, катаклизмы на планете и так далее. Повышается частотный уровень и перезагрузка на молекулярном уровне. Также нашлась царица Марса. Ей верят десятки тысяч подписчиков, впитывают каждое ее слово. Хотелось бы узнать ваше мнение. Многие, согласно комментариям, верят, что это так. Я, к сожалению или к радости, не опровергнуть, не доказать не могу. Совершенно не знаю, существует это или нет. Могу сказать, что как бы мое мнение бездоказательное касается того, что это исключительно придуманная информация. Думаю, что она никакого не имеет логического или конструктивного действия. Я думаю, что это в очередной раз запудривание мозгов людям. Итак, открываю вопросы и начнем постепенно отвечать на все вопросы. Итак, скажите, пожалуйста, учитель, как при прочтении мантры удерживать мысли? Мантра Манипхадры, она очень длинная. Раньше было сложно читать, и мой мозг и внимание концентрировался на правильном произношении слов. Теперь она читается очень легко и быстро, круг четок за 40 минут. Но проблема в том, что мои мысли разбегаются в разные уголки, не знаю, как с этим быть. Спасибо большое. Я считаю, что во время чтения мантр точно не стоит концентрироваться на чтении мантр. Когда вы читаете мантру, вы можете концентрироваться и думать о чем угодно. Это же делает ваш род. И в этот момент вы просто произносите эти мантры в виде слогов, в виде слов, в виде звуков, появляются и находятся вокруг вашего тела, создавая завихрения определенные энергетические в пространстве, и тем самым появляются в дальнейшем действия данной мантры. Можно ли в это время что-либо делать? Конечно, вы можете в это время что-либо читать даже или думать о ком хотите. Я вообще могу сказать, что чтение мантр — это не обязательная процедура, она должна быть приятная, веселая, не тяжелая. Это должно быть наоборот так, чтобы не было сложно и не было тяжело. Просто читайте ее, а думать можно о чем хотите. Добрый день, скажите, кольца из медицинской стали можно использовать? Можно. Почему человеку, спрашивает Амелия Ирина Александрова, почему человеку сложно осознать и принять решение жить по-другому? Это происходит из-за ментальных сетей, программ, тонов и эгрегоров, вирусов, омрачений или что-то еще. Да, я согласен с тем, что вы написали. Это происходит и из-за ментальных сетей, и из-за программ, и из-за низких тонов, и из-за эгрегоров, и из-за вирусов, и из-за омрачений и так далее. Но, по моему мнению, человеку сложно осознавать и принимать решения жить по-другому, исключительно связано с тем, что ему не хватает психической энергии. Я считаю, что психическую энергию человек может нарабатывать. Каким образом? Для того, чтобы наработать человека, психическую энергию, он должен понимать, что психическая энергия человека накапливается в тот момент, когда он получает от жизни удовольствие, когда он радуется чему-либо. Именно это и поможет в дальнейшем использовать эту энергию для того, чтобы в дальнейшем избавиться и от ментальных сетей, и от программ, и от негативных тонов или низких тонов, от эгрегоров, вирусов, омрачений и так далее. Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, как правильно читать коды? Нужно раскачиваться или нет? Да. Когда человек читает коды, то он на первом слогу
кода делает обычно шепотом вдох, и на выдохе второй слог произносит, при этом он должен раскачиваться вперед, назад не очень сильно. Для чего это происходит? Это происходит для того, чтобы сделать реку в жизни, в которой находится человек, более динамичной и сделать так, чтобы в жизни исчезал застой. Таким образом, когда человек читает код, ему необходимы четкие, допустим, какой-нибудь код сейчас я буду читать, код там рам хаум там намах. Такой вот сложный. Там рамхаум я буду на вдохе произносить и там намах на выдохе. И при этом, что этот код обозначает? Он обозначает стать известным, знаменитым. То есть я его начинаю читать, делаю так. Там намах, там рамхаум, там намах, там рамхаум, там намах, там рамхаум, там намах, там рамхаум, там намах. И перебираю в это время четки. Бусины на четках. Таким образом я отчитываю круг четок 108 раз и реализовываю свой код, который сделает меня знаменитым и успешным. Наташа Головач спрашивает, как привлечь к себе успех, удачу, расположение к себе нужных людей? Для того, чтобы привлечь успех, удачу и расположение нужных людей, вам необходимо начать проходить ступени школы Кайлас. Желательно, чтобы это были обновленные ступени школы Кайлас. Первая обновленная, после чего вторая обновленная. Там я объясняю и привожу примеры, каким образом работать так, чтобы привлечь к себе успех, удачу и расположить к себе нужных людей. Очень простой способ есть, это способ нарисования шестиконечной звезды, это способ чтения кодов, ну и так далее. Андрей Андреевич, правда ли, что женщине необходимо носить длинные юбки? И еще, действительно ли лунные дни влияют на жизнь человека? Многие живут, ориентируясь на предсказания лунного календаря, который утверждает, что каждый день несет в себе разную энергетику и задачи. В свое время один из американских исследователей, психологов, поставил такую задачу. Эта задача касалась некой суггестии, то есть по-другому микровнушениям, которые делались людям, которые находились в зале. Эти микровнушения, они касались тому, как могут ли на человека воздействовать какие-либо суггестии или воздействия в виде слов другого человека. И одни из этих суггестий касались красоты. То есть человеку говорили, ты некрасивый, ты никому не нужный, а другому человеку говорили, ты красивый, ты очень нужный. И оказалось, что в этой группе, в которой участвовало не больше, по-моему, 100 человек, те люди, которым говорили, ты некрасивый, ты никому не нужный, на протяжении дня это повторяли несколько раз, на них это действовало, причем ухудшалось не только их здоровье, а еще и ухудшался внешний вид этих людей. Это влияло на их опрятность, сосредоточенность и так далее. К чему я это говорю? Когда вы читаете информацию, где вас ориентируют, вы очень правильное слово сказали, и предсказывают, что должно произойти, это фактически является вот таким вот невербальным суггестием. То есть по-другому вас как бы незаметно заставляют делать или заставляют не делать то, что вам хочется. Тем самым забираю у вас правила добровольного выбора. Я считаю, что человек имеет правило добровольного выбора делать так, как он хочет, не ориентируясь на лунное затмение, на лунные дни или еще на что-либо. Я считаю, что человек, у которого сильная воля, а также сильный характер, может делать все, что захочет, когда захочет, и не ориентироваться на лунные календари, ну и на прочее. А по поводу ношения женщиной длинной юбки, я считаю, что на сегодняшний день это не принципиально. Мода пошла вперед. Вот я на самом деле не противник длинных юбок. Я совершенно не противник, наверное, брюк. Но я противник коротких юбок. Я объясню почему. Да, мне нравится, когда у женщины есть красивые ноги, и эти ноги, на них можно смотреть. Но я противник смотреть на чужие ноги.
Дело в том, что у многих мужчин есть восприятие мира, там, сосредоточение на своей семье. Им хочется там, сегодня чем-то заниматься, сосредотачиваться на бизнесе или еще на чем-то. И они едут на автомобиле и после этого видят женщину, которая идет сама и на которой чрезвычайно короткая юбка. В этот момент они теряют свои мысли, не могут сосредоточиться, у них появляется желание. Я вообще считаю, что женщина в короткой юбке обижает мужчин женатых. Я считаю, что женатому мужчине смотреть на оголенные чужие женские ноги совершенно не нужно. И я считаю, что мужчину это даже где-то может обижать. Ты знаете, как голый мужчина обижает женщину, так и обнаженная или полуобнаженная женщина может травмировать мужчину, у которого совершенно другие задачи. Есть задача бизнеса, есть задача семьи, есть какие-то задачи в жизни, и после этого это его отвлекает, ну и где-то, наверное, сбивает, может быть, даже с пути какого-либо. Я надеюсь, этим никого не обидел. Андрей Андреевич, чтобы улучшить зрение, что лучше всего из ваших советов? Благодарю вас. Я очень рекомендую использовать мой семинар, который называется «Эзотерические способы улучшения зрения». Вы можете его приобрести и использовать. Среди моих вот таких советов я могу сказать, что зрение можно улучшить в случае, если выполнять дыхание, при котором необходимо представлять, будто перед вашей грудью или перед центром вашей груди вы видите солнышко, и сзади вашей груди на таком же расстоянии, как вы представляете спереди вашей груди, вы тоже представляете солнышко. После чего делаете вдох, представляя, будто смотрите на солнце перед вашей грудью, задержку дыхания, представляя, будто смотрите в центр груди, и выдох, представляя, будто солнце видите сзади своей спины. После чего делаете вдох, представляя сзади своей спины солнце, задержку дыхания, представляя, будто вы смотрите в центр своей груди, и выдох, представляя, будто вы его делаете перед своей грудью. Так вы восстанавливаете свое зрение, это очень эффективный метод. Оставьте свои отзывы после использования данного метода. Существуют ли профессиональные эзотерические методы восстановления зрения? Конечно, существуют. Хотите, приходите завтра на платное СНГЯ, я их могу вам продемонстрировать. Можно ли быстро изменить зрение? Конечно, все можно. Елена Купцова. Как правильно использовать визуализацию по цветам? Я визуализацию по цветам в эзотерической школе Кайлас не даю. Поэтому я вам не могу ничего сказать, какие цвета считаются плохими и конкретно месть ауры. Нет, я, к сожалению, не даю такую информацию. Я считаю, что это мне совершенно не нужно. Андрей Андреевич, читаю заклинания на замужество 9 дней, а также помощь в карьерном росте для госслужащего. Вопрос, можно ли читать их подряд 108 и 108? Или должен быть перерыв? Нет, можно перерыв не выполнять. Плюс еще дышу кодами для гармонизации отношений. Как правильно все распределить? Утром делайте такие дыхания, используя свои коды. Делайте это один за другим, насколько вам хватает времени. Моя дочь поссорилась с мальчиком на пустом месте. В одном из вебинаров рассказывали, как помирить влюбленных. Можете напомнить? Ну, раз вы видели этот вебинар, ищите. Я знаю, что можно почитать МКТ Викатероса Грасамани Соха. Вообще, на второй ступени я рассказываю очень много методов, каким образом это все можно восстановить. Я считаю, что вопрос не очень хороший. Подскажите, как благословить ребенка на дорогу на расстоянии. Представьте, будто от того места, где находится ваш ребенок, и до того места, куда ребенок ваш должен доехать, путь. Представьте, будто на этом пути две точки. Первая, там, где находится ваш ребенок, и вторая, куда он должен приехать. И нарисуйте абсолютно прямую линию между первым путем и вторым путем. И представьте, будто этот путь стал белым. Таким образом, вы выстилаете ребенку белую дорожку, и его жизнь будет очень... Вернее, его путь будет очень легким. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, это нормально, что после СНГЯ по здоровью, где тренажер выдавали с кодами и символами, началось ухудшение здоровья?
Как будто все проблемы обострились. Да, правильно. Или я что-то неправильно делаю. Нет, вы правильно делаете. И в материальном плане пошли ухудшения. Вы все правильно делаете. У вас должны разрушиться ядра заболеваний. Они могут очень много всего изменить в вашей судьбе или в вашей жизни. Часто наши заболевания связаны с тем, что мы кому-либо должны. Это могут быть долги кармические. Когда разрушается заболевание, может произойти ухудшение в бизнесе. Это только временный эффект. Обычно спустя 1 неделю такой тренировки все улучшается, человеку становится лучше. Жизнь изменяется. Татьяна Максимюк. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Примите благодарность и восхищение вашей гигантской работы. Вопрос по символам Sunshine. Есть ли у каждого человека свои какие-то символы или только в особых? У всех есть свои символы. И безопасно и полезно ли всем применять эти символы? Те, которые я даю, безопасно и риска никакого нет. Есть ли у человека свой символ? У каждого человека символы появляются в случае, если это является квинтэссенцией его абсолютного счастья или абсолютного горя. Таким образом, символ проявляется в виде концентрированной отдачи энергии. Эта отдача энергии, это может быть какой-то чувственный, обычно должен какой-то чувственный окрас. Вот этот символ, это символ чувственного окраса, абсолютного достижения человеком чего-либо. Таким образом, человек очень радуется тому, что у него много денег, появляется символ, радуется тому, что у него ничего, или там огорчается, что у него ничего не получилось, тоже символ появляется. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Я сожалею о том, что вы не баллотировались в президент. Вы бы остановили весь беспредел в стране. Как пережить ту боль, которую наносят тебе? Те, у кого много денег, они покупают всех. Они оболгали моего сына. Он с 2 высшими образованиями работал, замначальника колонии, полковник званий. Он прикрывал свои задницы, поставили его, заведено уголовное дело. Как это пережить? Смотрю ваши ступени семинара, говорю, скоро закончится. А вы бы прекратили этот беспредел и тюрьму сели бы те, кто каждый день бесстыже обогащается. Что делать, как быть и как пережить? В своей школе я обычно даю определенные коды. Это коды, которые помогают человеку избавиться от тюрьмы. Также я даю методы, которые позволяют эзотерически полностью убрать данные проблемы. Вам необходимо пройти мою первую ступень школы Кайлас и на свече убрать у сына данную неприятность. Или обновленную первую ступень школы Кайлас. Там я тоже даю мантры, также коды и символы, которые уберут у человека тюрьму. Это очень эффективно работает, я очень вам рекомендую. Не нужно жаловаться, это только ухудшит состояние. По поводу баллотироваться в президенты или там баллотироваться еще куда-либо, я могу вам сказать, будучи на том месте, на котором я нахожусь, я в своей жизни сделаю большего. Я заканчиваю изучать 2-ю ступень, пока что бесплатную, поэтому дерзнул обратиться к вам с вопросом о духовном имени. С помощью мантр, символов, заклинаний мне удалось получить от соцзащиты огромную выплату за усыновление 3-го ребенка-инвалида. Но год назад мне в положенной аналогичной выплате за 1-го отказали. Хочу вернуть все, что нас лишили. Бороться за справедливость не было физически, ни моральных сил. У меня 3 усыновленных ребенка с врожденным диагнозом ВИЧ. Сейчас плановое волшебное громадье, а силенок моих не хватает. Хотела попасть на морские курсы, чтобы получить духовное имя от вас, но мне мощность для этого нужна. Ваше волшебство вернуло меня из нервных, гневных состояний и полного выгорания в хорошее настроение. Если бы ваше благословение и прикосновение в виде духовного имени произошло, я бы стала мощной и уверенной с самого начала. Напишите мне письмо в Facebook, я вам дам духовное имя. Андрей Андреевич, скажите, как можно помогать правильно людям, зная ваши практики? Нельзя ведь просить за них деньги, за знания, что вы подарили, или не говорить людям вообще ничего. С чего вы решили, что помощь ваша необходима этим людям? Я считаю, что вы должны эзотерикой заниматься для себя. Хотите преподавать, закончите 7 ступеней, спросите у меня, готовы вы или нет. Добрый вечер. Я могу сказать, что есть сейчас ученики школы, которые закончили 7 ступеней и начинают преподавать или зарабатывать деньги на том, что они открыли свои эзотерические направления и зарабатывают деньги на том, что преподают те
или дают те методы, которые я даю в своей школе, при этом зарабатывают на них достаточно приличные деньги. Я могу сказать, что я не противник этого, но хочу еще раз сказать, если эти практики или методы взяты у меня персонально, то в случае, если человек начинает их преподавать и зарабатывать на них деньги, то я таким образом у человека забираю время. То есть я буду жить долго, а также время подразумевает богатство и богато. Поэтому я не противник того, чтобы мои практики преподавали. Это мгновенно может обогатить человека, но потеряет он большего. Не надо возиться с такими людьми, как я. У меня вопрос по зеленой нити. Я носила нить месяц. И она пришла в негодность, порвалась. И я не перевязала новую, потому что решила пока не надевать. И что? Спина так заболела, что шагнуть не смогла. Это что, внушение? Я не понимаю, о чем вы говорите. Одевайте зеленую нить, значит, еще раз. Носите ее еще раз. Этого, значит, было недостаточно. Спасибо большое за знания, которые вы даете людям. Андрей Андреевич, у меня сейчас возникла дилемма. Надеюсь, что вы поможете мне принять решение. Моему сыну 27 лет, и он вырос без отца. А сейчас у меня появилась возможность сообщить его отцу о сыне. Я не знаю, стоит ли это делать. Я считаю, что это делать стоит. И это будет хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к фэншуй помещения, активациям? Я отношусь хорошо и к фэншуй, и активациям фэншуй. Мне нравится эта система. Если вы хотите, когда-нибудь могу прочитать семинар, который будет называться «Фэншуй и шастру». Уважаемый Андрей Андреевич, спрашивает Екатерина Булдакова. Подскажите, пожалуйста, как ученикам школы Кайлас помочь своим детям жить в социуме, так как ребенка учу жить философией школы, а в социуме ее не понимают. И считают, что если ты добрый человек, значит над ним стоит стебаться и дразнить. Заранее спасибо. Вы немножечко ошибаетесь. Когда ваш ребенок растет, его необходимо не философии обучать, а доброте и смелости. Я считаю, что если мальчика обучать доброте и смелости, то тогда у этого ребенка может быть очень много потенциала. Дело в том, что быть добрым — это значит там, не критиковать, не ругаться, не обзываться, не выживать. И быть смелым — это в тот момент, когда человек говорит, там, ты какашка или еще кто-то, просто в этот момент игнорировать этого человека и говорить, ну там, не лезть на рожон и там, ему ничего не отвечать. Я могу сказать, что обычно бьют не слабых, обычно бьют трусливых. Так вот, ребенка нужно обучать тому, чтобы он не боялся. То есть его мужчину особенно необходимо воспитывать в неком компоненте, который называется быть смелым, быть бесстрашным, мужественным. Это особенность такая. В школе этому обучают. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спрашивает Тамара Рад. Будет ли эффект, если коды проговаривать про себя и заниматься своими делами? Да, будет эффект, если коды прочитывать или произносить про себя. Да, можно это делать. Здравствуйте. Как уменьшить влияние планет Венера без аспекта во втором доме в Скорпионе? Спасибо. Оденьте на указательный палец левой руки и правой руки металлическое, железное, желательно кованое кольцо. Тогда этот аспект исчезнет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как эзотерическим способом просто и надежно защитить квартиру от воров? И какие дни благодарно делать стрижку или красить волосы? Стрижку или красить волосы все равно когда. А вот от воров защитить квартиру можно очень несложным символом. Он выглядит вот так. Вот так выглядит символ. Если его нарисовать просто мелом на белой стене, в середине или снаружи, то у вас никогда не будет никакого воровства. И близкие не будут воровать, ни чужие не будут воровать. Одним словом, никто не будет воровать. Я даже напишу от воровства.
Видите? Таким образом у вас уже никто никогда ничего не вынесет. Очень хороший символ, рекомендую. Также можно использовать тришулу. Если тришула находится в вашей квартире, то вашу квартиру никто никогда обворовывать не будет. Скажите, пожалуйста, рисовать защиту из 7 колец, а внутри 2 капельки можно для себя или для родных? Можно и для себя и для родных. Когда читаете коды и мантры на шее крестик, это не мешает? Нет, не мешает. Можно ли эзотерически убрать полипы внизу? Можно, если представлять, будто вы их замораживаете и после этого нагреваете. И так многократно. Можно ли как обрезать путы заново самой себе и сыну? Можно. Скажите, из ваших талисманов можно подарить детям на совместную счастливую жизнь? Конечно. Андрей, здравствуйте. Скажите, в нашем роду по мужской линии нет продолжения рода. Что нужно предпринять? Спасибо, ваша ученица. Необходимо провести обряд со свечой. Необходимо представлять того человека, у которого нет детей, представлять, будто вы видите его в отраженном зеркале. И после чего представлять, будто вы трясете это зеркало, а из него выпадают разные, я не знаю, что угодно выпадает. То, что выпадает, представлять, будто вы это сжигаете на поставленной перед вами на вытянутую руку восковой свече. Таким образом вы можете очистить род от проклятия окончания рода. Очень сложный метод. Я рекомендую его делать самостоятельно, как бы сам себе. Приезжайте на морской курс. На каждом морском курсе я такой метод делаю сам для всех. Вы говорили, что кошелек и подарок лучше не принимать. А если подарили копилку, стоит ли пользоваться по назначению? Не помешает ли денежному благополучию? Нет, это совершенно не помешает денежному благополучию. Смело можете принимать и пользовать. Смотрела вебинар по нумерологии, он как будто обрезанный, и в нем совсем мало рассказали про девятку. Хотелось бы услышать больше. Весь этот вебинар, вы его можете посмотреть в платной версии. Данный вебинар, по-моему, называется у нас «Обретение фортуны», как-то так. Это кусочек, взятый из платного семинара, поэтому он и обрезан, извините. Я ваша ученица первой обновленной ступени. Скоро приобрету и вторую. На данный момент, благодаря вам, на стоянке всегда есть место. Езжу без пробок в час пик. Вообще в восторге от результатов. Вот. Но есть некоторые моменты, мне непонятные. Я работаю риэлтором. Можно ли как-то эзотерически сделать так, чтобы из 2 объявлений на одну недвижимость обратились только ко мне? Конечно, смотрите на символы, которые я даю. Выполняйте практики сангая с деньгами. Там раскручивайте полумесяц и цилиндр, как я объясняю. Читайте коды денег и вас будут видеть. Все в порядке, работайте над этим. Наталья Мокрая. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Знаю, что глупый, наверное, вопрос, но скажите, все же случайно эзотерического способа, чтобы выросли зубы, нет? Почему так устроено? Росли бы как хвост у ящерицы. Извините, просто не могу свыкнуться со вставными. Есть божественный принцип. Это божественный закон. Этот божественный закон, он следит за всем, чтобы все было правильно. Он следит за тем, чтобы протоны и электроны правильно становились, за тем, чтобы химические реакции шли правильно или по-божественному, а не как иначе. Они следят за тем, чтобы все происходило так, как должно происходить. Вот считайте, что зубы, которые вырастают 2 раза, они могут вырастать только 2 раза. Человек, который говорит, а я хочу больше, он делает это в виде претензий. То есть он говорит Богу, ты был неправ, я хочу. И после этого он должен понять, что в случае, если человек каким-то образом подвергает сомнению Божий закон, то он может наслать на себя сумасшедшие неприятности жизненные. И в дальнейшем у него могут быть с этим связанные болезни. Именно поэтому в случае, если человек работает над тем, чтобы создать в себе каплю бессмертия, я когда-то смотрел такой семинар какого-то эзотерика, который говорил, я сегодня я хочу зародить в вас каплю бессмертия, и вы сможете жить вечно, я изменю ваши ДНК, такой бог себе, знаете. И эти клетки, они в вас будут жить, они будут бессмертны и будут делать все ваше тело бессмертным. Так вот, я вам хочу сказать, что
Наши клетки, одна из особенностей наших клеток заключается в том, что они рождаются и через определенное время умирают. А часть нашего организма функционирует таким образом, чтобы эти клетки зарождались и после этого отмирали, и после этого выводят эти клетки. Эти клетки питаются в нашем организме. Допустим, взять как пример гомеостаз или кровеобразование и, допустим, эритроцит. Эритроцит формируется в костных тканях, называется это гомеопоэзом эритроцита, после чего в дальнейшем превращается в гемоглобин. После того, когда он отработал как гемоглобин и больше ему нет необходимости отрабатывать, или он отработал свое время жизни, он отмирает, после чего выводится из организма, то есть депонируется эта клетка. После чего вновь новая клетка формируется в костных тканях, и вновь эта клетка превращается в эритроцит, после чего превращается в гемоглобин. И так происходит вновь и вновь. А теперь представьте, клетка эритроцит, она превратилась в вечный гемоглобин, который не умирает. И после этого этот гемоглобин, который не умирает, он будет стареть, потому что или что-то будет происходить, вновь новые будут образовываться. В случае, если такое происходит, то начинает увеличиваться количество гемоглобина, это уже заболевание, инфильтруется селезенка, печень, это называется гематологическим заболеванием, и человек в дальнейшем болеет вот такими онкологическими заболеваниями крови. Также я могу сказать, что в случае, если зародить в человеке клетку, которая не отмирает, то она фактически становится онкологической клеткой. Почему? Любая онкологическая клетка – это клетка, которая живет в нашем организме и не умирает. То есть в ней что-то происходит не то, и в ней ломается процесс, при котором клетка должна жить определенное количество времени, но что-то в ней ломается, и она начинает жить долго. Когда она начинает жить долго, она становится вечной и начинает поглощать все невечные клетки, то бишь слабые, которые находятся вокруг нее. Тем самым зарождение эзотерическое той клетки, которая может жить вечно в организме человека, может привести человека в дальнейшем к тому, что у него появятся просто онкологические новообразования. Можно ли считать данную рекомендацию или данный метод деструктивной? Ну, конечно. Зачем человек это делает или дает такой совет? Ведь это может привести в дальнейшем такого человека к онкологическим новообразованиям. Но из-за того, что этот человек не знает, как все-таки влиять на клетку и ее ДНК, поэтому то, что он говорит, я для вас сделаю, это самообман и его, и самообман человека. Но у человека иногда такое получается. Он может себе путем самокоррекции, саморегуляции внушить и что-то с клеткой произвести. И такой человек, влияя сам на себя, может привести себя к появлению самого тяжелого заболевания. Естественно, если человек мечтает о зубах, то может вырасти какая-нибудь карцинома на том месте, где у вас нет зубов. После этого удалять челюсть. Я вам хочу сказать, не рискуйте, не гневите Бога. Есть вырванные зубы. Хотите новые зубы, пойдите к стоматологу. Сейчас есть имплантология, пусть они поставят вам имплант, сделают вам красивую улыбку. Будьте нормальными. Подскажите способ очистки земельного участка. Дом благодаря знакам, которые вы давали в семинаре, уже почистили. Проходите первую ступень, я об этом все рассказываю. Добрый день, подскажите, у вас можно купить железные кольца? Можно купить. К сожалению, их сейчас нет, но я думаю, что через неделю уже появится. Скоро будет Чатурмасия. Это время обетов и ночь полубога в индуизме. Правда ли, что если соблюдать пост в этот период, на человека посыпятся разные блага? Я не знаю, но у вас есть возможность это проверить. Поэтому вы можете это сделать, а после чего нам написать. Подскажите способ очистки, рассказал. Вопрос о четках классический, 108 бусин или личные, где количество бусин рассчитывается индивидуально. И что делать, если четки порвались? Если четки порвались, сделайте новые четки. Я считаю, что четки должны быть 108 бусин, не нужно создавать себе индивидуальные четки. Можно их просто очищать, заряжать и носить с собой. Прошел первую ступень обновленную, приобрел вторую и платные разные видео, а также заклинания. Доволен, спасибо. Купил книгу «Символы» после просмотра вашего видео об этой книге, но там нет символов от игромании.
Там есть символы от игромании, называются от алкоголизма и от алкоголизма и вредных привычек. В конце видео вы говорите, что там такое есть. Мне очень нужно для детей, играют в телефоны. Могли бы вы мне его дать? Давайте я вам сегодня объясню, что делать с теми людьми, кто пьет, а также что делать с теми людьми, кто играет очень много. Каким образом можно помочь человеку? Один из способов заключается в понимании астрального невежества человека. Когда человек падает, он эзотерически или энергетически погружается в астральный мир. То есть фактически в астральном мире человек начинает падать с дома и падает в подвал. Что необходимо делать? Если вы любите человека, и человек очень выпивает, вы должны представить, будто вы находитесь, или вы ангел, или вы летающий человек, или вы просто большая божественная рука. И представляете, будто человек находится в подвале очень высокого дома. У этого человека из подвала, где он играет в игры, или сидит с закрытыми дверями, или сидит с вытаращенными глазами, там, со шприцом, или там выпивший и очень сильно падший, побитый, или еще какой-то. Вы представляете этого человека, как будто он там находится в такой замкнутой комнате, открываете его в подвале, в этой замкнутой комнате, берете его себе на ручки, обязательно так, чтобы представлять, будто он маленький, и поднимаете его в этом здании и ставите его на самый высокий этаж вот такого здания. И после этого толкаете в спинку, чтобы он радостно шел вперед. Делать это необходимо многократно. То есть, как бы я это делал? Я бы представлял ребенка, после этого переносил бы, ставил и толкал. Представлял бы еще раз и делал бы это круг четок. Если выполнять так 2 раза в день, то на протяжении первых 3-4 дней уже будет очень хороший, ярко выраженный результат. Вы меня можете поздравить. Вы меня можете поздравить. Я наконец-то получил разрешение использовать в виде торгового знака такие слова. Кайлас, эзотерическая школа. Теперь никто не имеет права это писать, потому что я могу этого человека обвинить в использовании торговой марки. Также человек не имеет права называть свои каналы фамилией Дуйко. То есть человек не может писать там без моего желания просто произносить фамилию Дуйко, делать из нее торговые знаки, делать или там что-либо продавать, так как у меня есть все права на владение данной торговой маркой тоже. Ну и тибетская формула в том числе. Просто вы можете использовать, если вы мои партнеры. Но если вы не партнеры, вы в дальнейшем можете очень болезненно наступить на грабли. Денис Ткаченко. Вчера так водки хотелось, вообще не пьющий, а тут такое дикое желание. Бутылку выпил и ни в одном глазу. Это, скорее всего, на вас влияют планетарные влияния какие-то. Не нужно пить, это нехорошо. Дело в том, что я как-то размышлял об алкоголизме и думал, что дает человеку в априори алкоголь. Алкоголь в тот момент, когда человек его пьет, это хорошая вода. Она делает человека добрым, отпускает ему сознание, расслабляет его мозг. Вся проблема начинается на 2-й день или через несколько часов, когда алкоголь перестает действовать. Когда алкоголь перестает действовать, а он действует на мужчину и женщину по-разному, так у мужчины может появляться депрессия, а у женщины могут появляться состояния обвинения к окружающему миру. Так мужчина начинает бояться, а женщина начинает обвинять окружающий мир, тем самым разрушая жизнь себе и тем близким, которые рядом с ними находятся. Опять-таки, очень часто люди хотят долго жить. Они хотят долго жить, но они не понимают, что жить долго, имея алкоголь, невозможно. Такие знаменитые люди, как президенты Российской Федерации, некоторые люди, которых я знаю в политике Украины, конечно же, создают определенные образы, когда мы смотрим на них через телевизор. Но этих людей знаю как бы персонально. И когда я знакомлюсь с этими людьми близко, оказывается, что эти люди совершенно не употребляют алкоголь. Они занимаются здоровым образом жизни, вы представляете, там занимаются массажем, у них в их жизни присутствует хотя бы небольшой, но спорт. В общем, где-то так. Закаливание.
Здравствуйте, Андрей Андреевич. А есть какое-то правило принятия наследства? Есть. Хлопайте в ладоши и кричите «Ура!». Что вы можете сказать по поводу открытия гидроплазмы воды, который открыл ученый из Казахстана Илюшин? Называется биогенная вода. Сейчас в интернете очень ее рекламируют, люди вылечиваются. Всего 1 капля на 1 литр. Называется биогенная вода. Очищается клетка и человек выздоравливает. В свое время, когда жил Люголь, который придумал капли Люголь, он пробовал лечить данными каплями Люголя людей. И вы знаете, он был профессором медицинского института, вы можете почитать о нем в Википедии. Он был очень знаменитым в свое время, потому что действительно на то время совершенно не существовало препаратов, и дефицит йод-содержащих препаратов очень часто приводил людей к тяжелым заболеваниям. Когда он придумал данный препарат и начал его рекомендовать людям, то обрел очень великую, очень большую славу, так как применение данного препарата, который он изобрел, улучшало иммунитет человеку, и очень много всего, на то время очень плохая медицина была, и эффективной медицины практически не существовало. И эффективность данного препарата дала ему очень большую славу. Когда, допустим, кто-то создает определенный препарат, допустим, биогенная вода или какой-либо еще препарат, и начинает данным препаратом лечить людей, то такому человеку нет необходимости в рекламе. Совершенно не нужно в дальнейшем такой препарат рекламировать. То есть такой препарат сам по себе потом очень хорошо продается. Почему я это говорю? У меня есть опыт. То есть в моей жизни было изобретение, которое я в дальнейшем использовал как препарат. При этом очень хорошие были результаты, и по сей день я этот препарат достаточно активно продаю, правда не в своей системе «Тибетская формула». И он по сей день имеет, я его никогда не рекламировал, этим препаратом пользуются очень много людей, пользовались, но я так думаю, что и будут пользоваться. Рекламу я его никогда не делал, потому что это требовало от меня очень высоких затрат на его легализацию как фармпрепарата. Тем не менее, сейчас, спустя годы, я могу сказать, если вы видите очень большое количество рекламы и видите, как это кто-то продвигает и платит за это деньги, знайте, препарат неэффективен. Потому что в случае, если его не рекламировать и о нем все пишут везде, то значит препарат эффективен. Ничего не могу сказать, впервые слышу о биогенной воде. Совсем, в общем-то, и не реклама, да? Спасибо за ваш труд и знания, помогающие улучшить качество жизни. Скажите, можно ли читать коды для своих родных? Как это сделать правильно? Представляете родных и представляете, будто читая коды, вы видите, как будто они у них написаны на груди или вдоль тела. Подскажите, как эзотерически вылечить артроз тазобедренного сустава? Используйте метод лепки и глины, который я даю в эзотерическом семинаре, который называется «Целительство. 2-я часть». Что делать, когда снятся родственники, покойные, бабушка? Как воспринимать? Если снятся покойники, это говорит о том, что вы будете долго жить. Подскажите, если в парке... Или нужно срочно кого-то простить. Подскажите, если в парке читаю мантры, почему вокруг меня появляется много людей? Необходимо пройти 1-ю ступень. Я обычно на 1-й ступени всегда говорю о том, что в парке, в социальных местах не нужно читать мантры. Будьте учениками. Нас на работе собирают деньги на похороны близким родственникам сотрудников. Это происходит давно. Но теперь, когда узнала, что за деньги покупаешь неприятности, что теперь делать? Я не могу сказать, что вам делать. Вы должны принять решение сами. Я же не могу вам сказать, не сдавать деньги или сдавать. Разве я имею право на то, чтобы указывать вам, что вы должны сделать? Это деньги ваши, идеи ваши. Теперь вы должны сами принимать решения. Не нужно на меня взвешивать и не нужно меня, вернее, заставлять, чтобы я принимал вместо вас решения. Как иногда люди пишут: Андрей Андреевич, мне переезжать или нет? На одном из своих семинаров я сказал, почему никто не говорит мне: Андрей Андреевич, давайте мы заработаем для вас деньги. И не пишут, как это необходимо сделать. Тут же начал получать сообщение: Андрей Андреевич, я хочу для вас зарабатывать деньги. Как?
То есть что я должен сделать? Теперь обучать человека, который хочет на меня зарабатывать деньги? Это же платно. Подскажите, пожалуйста, как вы считаете, школа Игоря Михида РАО Крим стоит ли внимания или нет, как эзотерическая школа? Я не могу ничего сказать. Я никогда не изучал Игоря Михида, ничего не знаю по поводу РАО Крима. Пожалуйста, если вам хочется этим заниматься, такое дело. Спасибо. В конце декабря приобрела ваши семинары «Быстрое замужество», «Очарование». В феврале вышла замуж впервые, а мне скоро 5-й десяток. Молодец, Алма. Рекомендую всем, кто хочет выйти замуж. Вашей ученицей являюсь. Первые 4 ступени. Работы много над собой, и перемены в жизни очень радуют. Если возможно получить ответ, у меня есть сын. Будет ли для него хорошо, если он возьмет фамилию мужа? Будет хорошо. И стоит ли ему когда-нибудь встретиться с биологическим отцом, с которым отношения прекратились? Да, пусть встречается. Вы дали мантру на быстрое замужество и сказали, что это очень мощная мантра, пока она далеко не распространилась. Читаю ежедневно, являюсь ученицей. Поможет ли она, если я очень редко выхожу из дома? Поможет. Скорее всего, к вам зайдет. Подскажите, от планетарных влияний, кроме кольца, еще чем можно спасаться? Можно спасаться и пройти вебинар в виде платного сангая, который я проводил прошлой субботе или прошлой субботой. Там я рассказывал, какие существуют коды, которые убирают планетарные влияния на человека. Хотите сегодня, чтобы я их дал? Сделаю это с удовольствием. Сейчас я попробую найти. Вот. Вот так наберу. Сангая негативные планеты. Итак, сегодня я хочу вам дать код, который называется код, убирающий любые негативные или все 16 деструктивных влияний негативных планет. Этот код Вайдава Шитха Хадзяу. Вайдава Шитха Хадзяу. Вайдава Шитха Хадзяу. Если человек читает Вайдава Шитха Хадзяу на вдохе и на выдохе, то у него исчезают влияния планет, и вы можете жить освобожденными. Каждый день необходимо это делать 2 раза в день, утром и вечером. Скажите, пожалуйста, в какой день лучше удалять зуб мудрости? В любой. Не носите его. После 4-й новой ступени сильно болела голова. И неважно себя чувствую. Так и должно быть. При построении ваджарного котла человек начинает себя чувствовать плохо. Это правильно. Расскажите, пожалуйста, о предопределенности и 108 событиях жизни. Что есть судьба и что мы можем сами изменять в жизни? Мы можем изменить путь нашей судьбы. Мы можем выбрать путь радости и путь страдания. Единственное, что может изменить человек в своей судьбе, это прожить радостно или прострадать. И этот путь вы выбираете для себя. Предопределенность, она исключительно касается тех, кто уже выбрал для себя свой путь. В случае, если вы бы выбрали путь радости и не страдаете, то как на весах. Если у вас страданий много, то есть как они проявляются? Думаете о том, как отдадите деньги, страдаете. Рассчитываетесь, страдаете. После этого думаете, как еще заработаете, страдаете. Страдаете от близких, от того, что вы поправляетесь. Страдаете от того, что нужно рано вставать. Страдаете от того, что кино нужно смотреть. Страдаете от того, что там ванна горячая. От того, что там ногти не подстригли, волосы грязные. Страдаете от того, что машина там неправильно поставлена. От того, что дочка. И это накапливается на неких весах вашей судьбы. Так страдания порождают страдания, радость порождает радость. Если вы ни на что это не обращаете внимания, а обращаете внимание на радость и пытаетесь ее найти, то выбираете путь высокодуховного существа и богатого человека. Вы представляете, таким образом ваша предопределенность, она будет предопределена в радость. А предопределенность, когда человек страдает, она будет, чем бы вы ни занимались и к какому бы итогу ни пришли, это будет все состоять из страдания. Как защитить квартиру от пожара? Вот, пожалуйста, квартиру от пожара и воровства. Рисуйте такой символ
и у вас квартира от пожара и воровства будет защищена. Как выйти из черной полосы в жизни, которая длится уже более 3 лет? Вам необходима моя первая ступень школы Кайлас. Пройдите и делайте все, о чем я там говорю. Она же выложена даже бесплатно. Я недавно переехала в Ирландию, подала документы на резидентство. При подаче нумеровала страницы, как вы учили, в одной из ступеней. Делала практику химпроуд, протяни... Понял. Подскажите, что можно еще сделать, чтобы по мне приняли положительное решение? Сейчас я вам покажу. Представьте, будто на солнце написано ваше решение, там, чтобы вы начали жить. Представьте, будто солнце лежит в полумесяце, и сверху, вот здесь в смерче, стоите вы. И этот смерч крутится вот так вот в виде белого потока энергии против часовой стрелки. Тем самым вас, скорее всего, примут там, и все в вашей жизни получится. Может, немного не так спросила о сборах на похороны. Имела в виду, что я раньше сдавала. Как это скажется в жизни? Уже никак. Уже все, что можно было, сказалось. Подскажите, смотрю ступени, даже записываю, смотрю вебинары, тоже под запись, потом забываю. Если в таком темпе буду смотреть ступени, что я буду знать? Мне поможет? Могу ли я приехать на морские курсы? В случае, если вы пройдете 3 ступени, можете приезжать на морской курс в Черногорию. В случае, если вы все забываете, это говорит о том, что у вас нет концентрации. Для того, чтобы у вас появилась концентрация, вам необходимо начать заниматься ясновидением. Ясновидение увеличивает сознание человеку, а также делает человека сконцентрированным, увеличивает его память во много раз. Я могу вам дать рекомендацию начинать с просмотра моих семинаров ясновидения, 1, 2 и 3 часть. Подскажите, можно ли применять эвтаназию для животных и людей? Зачем я должен это говорить? Скажите, разве я имею право говорить об этом? Я никогда в своей жизни не убью животное, которое рядом со мной жило и которое умирает, даже если оно очень сильно страдает. И уж тем более никогда не пойду на то, чтобы близкий рядом со мной живущий человек, даже если он очень сильно страдает, чтобы я заставил кого-то или там заплатил кому-то, чтобы он прекратил страдания. Я считаю, что Бог создал человека, и если есть возможность человеком прожить от начала до конца, то это должно произойти. Такой вопрос у вас не возник бы, если бы вы прошли 1 и 2 ступень моей школы, где я все об этом рассказываю. Он бы просто не возник. Вы просто задаете вопросы такие, которые говорят о том, что вы абсолютные новички, и вам просто необходимо пройти мои ступени. Ученица 2 ступени обновленной приобрела сегодня Сангая 29, но почему-то ссылка на скачивание пришла. Скажите, пожалуйста, эту практику нужно делать 1 раз вместе с вами или нужно несколько раз? Я ничего не понял, что вы у меня спросили совершенно. Вы делаете Сангая и выполняете это Сангая ежедневно, там, я не знаю, месяц, полгода, год. Так человек выбирает для себя те методы, которые в дальнейшем он должен использовать. Я сейчас проведу в субботу последнее Сангая, и потом его, наверное, 2 или 3 месяца не буду проводить ни одного. Как найти свое дело? Постоянно мечусь от одного к другому. Быстро приходит интерес. Возможно, это не мое. Как же мне определиться? Я вам хочу сказать, настоящий человек, он должен определиться. Он хочет деньги зарабатывать или свое дело искать. Всю жизнь я занимался тем, что я занимался творчеством. Я искал возможности реализации в виде творчества. Я никогда не задумывался над тем, что мое, а что не мое. Для меня, как для мужчины, на первом месте всегда стояла возможность зарабатывать деньги. На сегодняшний день я могу сказать, что ставьте на первое место возможность зарабатывать деньги. Потом разберетесь, это ваше или не ваше. Ставьте это на первое место. Когда у человека получается, когда он зарабатывает деньги, то в дальнейшем он и начинает считать, что это его. Также, помимо того, что я зарабатывал деньги, я начинал заниматься творчеством, пробовал писать книги,
Именно тогда я написал книгу, которая называется сейчас «Магия денег». Вы ее читали. С нее, наверное, и началась наша эзотерическая школа Кайлас, потому что я начал задумываться о философии восприятия окружающего мира и то, как это может повлиять на внутренний мир и внешний мир человека и так далее. Видите, так творчество в виде написания текстов привело меня к тому, что я в дальнейшем открыл эзотерическую школу Кайлас. Доступен ли любому человеку для изучения и применения ваш курс «Эзотерическое целительство 2» после прохождения первой ступени? Или должен быть более высокий уровень? Нет, можно проходить любому человеку и будет получаться. Сын 23 года, девственник, не хочет встречаться. Надо ли мне беспокоиться? Вам не нужно беспокоиться. Все будет хорошо. Природа так устроена, что рано или поздно все произойдет. Могу ли я читать коды и каким образом для человека? Ответил. Мой сын впервые в жизни пошел работать на время школьных каникул. Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-либо обряд для первых в жизни заработанных денег? Может, надо приобрести какой-нибудь семинар, в котором это есть? Он еще не заработал деньги, вы эти деньги уже тратите. Поступаете очень неэзотерично. И еще... Если ваш ребенок пошел зарабатывать деньги, то он молодец. Так вот, когда он их заработает, не нужно ничего для него покупать и не нужно ему ничего указывать. Дайте этому человеку возможность почувствовать себя, то, что он заработал деньги и имеет эти деньги. А дальше, если это его деньги, то как захочет их, пусть так и потратит. Без вашей 100% подсказки. Подскажите, плохо ли, когда в дом через дверь на кухню залетел воробей в понедельник после Ивана Купалы, полетел, посидел на люстре, после этого сам вылетел? Нет, это хорошо. Это говорит о том, что у кого-то из ваших дочерей или сыновей родится ребенок. Изучила первую и вторую ступени, выложенные в свободном доступе, но как-то у меня не срабатывают коды на улучшение торговли. Подскажите, что еще делать, плиз? Проходите первую платную ступень, все будет получаться. Смотрите на символы денег, которые я даю. Как сосредоточиться на каком-то одном деле. Вас не клюет петух в попу. В случае, если бы вас клевал петух в попу, и вам необходимо было бы за все платить, за детей, там еще, то вы бы были такие сосредоточенные на всех делах. Вообще я могу сказать, что там человек пишет: Андрей Андреевич, как избавиться от скуки и печали? Я с утра до ночи работаю, в 9 встаю, в 2 часа ночи ложусь. Мне некогда, я все время чем-то занят. Мне некогда думать о чем-то. Мне даже о плохом думать некогда, я все время что-то делаю. Как человек, я хочу сказать слова, наверное, не помню, кто написал, попробую сейчас вспомнить, когда буду говорить. Труден день до вечера, если коли делать нечего. Не помню я. Добролюбов, Грибоедов, по-моему. Я могу сказать, что это очень важные слова. Если вам скучно, печально, тошно, то это говорит о том, что вам нужно много всего делать. Делайте, что попало, что хотите. Красьте, белите, передвигайте, ремонтируйте, стройте, рисуйте, пилите, там, шейте, пеките. Делайте что-то, делайте это с утра до ночи, тогда в вашей жизни все изменится. Я, кстати, создал вот недавно галлитовую соль. Вы представляете, из нескольких тысяч метров для меня достали соль. Эта соль уникальна тем, что она никогда не подвергалась никакой обработке. Я в нее добавил экстракты растений. И получилась очень вкусная соль. Могу сказать, что эта соль имеет уникальное воздействие на человека. Она убирает солевой диатез у человека. То есть, если есть камни в почках, камни там, в желчном пузыре, аллергия и так далее, то достаточно применения такой соли. И могу сказать, что любое блюдо, которое солится такой солью, приобретает сразу же невероятно очень вкусный вкус. Особенно, если это молочные блюда. Вы говорили о том, что заклинание нужно читать либо 30 дней подряд, либо год ежедневно. Скажите, а как быть, если читала 22 дня заклинания, а потом заболела? Не было ни сил, ни желания, чтобы читать, через 3 дня стало лучше. Как в таком случае заново начинать читать или продолжать? Заново начинать читать. Возле вашего
Ага. Возле нашего многоквартирного дома очень давно открылся ресторан, и во дворе каждый день и летом, и зимой, и днем, вечером готовят шашлык. Жаловались много, а толку нет. Если эзотерический метод прекратить такое безобразие есть, сожгите их на свече, как я рассказываю, на первой ступени. Он эзотерический метод. Я почти каждый день, сейчас начнется, а что мне надо сделать? Вы думаете, я здесь нахожусь для того, чтобы обучать вас эзотерике? Все уже написано и все уже создано. Ищите в интернете мой семинар «Первая ступень» или покупайте платные семинары и проходите. Подскажите, пожалуйста, как эзотерически можно избавиться от таракана в доме? Словите таракана, возьмите его в правую руку, представьте, будто он светится ярким белым светом. Втяните в себя энергию через рот, вот так, и представьте, будто вы эту белую энергию выпили. После этого бросьте таракана и уже через неделю избавитесь от всех тараканов. Подскажите, можно смотреть СНГ, если не прошла 3 ступеней? Делала 1 раз СНГ с вашей ученицей, получила удовольствие, очень понравилось. Ну, конечно. Ученица 3 ступеней. Подскажите, что делать, чтобы заработать, и что я делаю не так? Ничего не понял. Вы что, не прошли 3 ступени и не знаете, что делать для того, чтобы заработать? Ой, как я сомневаюсь в ваших 3 ступенях. Возможно ли эзотерически убрать седину и не сидеть вообще? Это, конечно, без покраски волос. Спасибо. Эзотерически можно. Если вы будете знать коды Люсин. В случае, если вы будете читать каждый день коды Люсин, то вы избавитесь. Я могу эти коды Люсин дать на семинаре, он скоро выйдет. Или приезжайте на морской курс, мы отрабатываем коды Люсин совместно. Если каждый день читать эти 30 кодов Люсин, то темные волосы начнут расти сами по себе. Можно ли как-то объяснить эзотерически такое? Мы с мужем как 2 полюса. Если ему жарко, то мне холодно. Причем это состояние меняется в течение 1 вечера. Затем он начинает мерзнуть, а мне жарко. Или у нас зависит от времени дня или сезона. Спасибо за уникальные знания. Ну, может быть такое. Вы, скорее всего, энергетически соединены. Таким образом, если у вас перегрев, то вы спасаете, он вас спасает охлаждением. Может такое быть. Вы же занимаетесь, у вас есть интимная близость, ваши энергии начинают друг друга поддерживать, помогать как бы друг другу. Вы учили делать то, что боишься сделать, правильно. Сейчас я это делаю. Я написала вам лично в Facebook, как вы мне велели. И обещали мне дать практику, как заключить договор с должником. Стараюсь не пропускать. Ну вот, я хочу вам задать вопрос. Вот смотрите, я человек, у которого есть бизнес. А также у меня есть какие-то свои дела. Вот этих дел у меня огромное количество. Вот здесь у меня находится телефон. Я с этим телефоном на протяжении дня езжу на машине. И у меня нет возможности, допустим, поклацать и что-то написать. Когда я приезжаю утром, я ваши сообщения вижу, когда вы пишете в Фейсбуке, потому что читаю их на телефоне. Но из-за того, что мой день динамичный, я в течение дня очень много чем занимаюсь. У меня, как вы знаете, есть дети, а также есть крупный бизнес, также есть еще свои задачи. То это все подразумевает то, что я очень занятой человек. Также я стараюсь делать приоритеты, ставить на первое место там, помощь больным, там, очень ставь, вот, допустим, сегодня писала мне женщина: Андрей Андреевич, у ребенка произошел обширный инсульт, ребенок находится сейчас в реанимации, помогите, пожалуйста. Скажите, чужие дети бывают или нет? Чужих детей не бывает. Скажите, вот мне нужно было бросить и писать вам ответ, или нужно было помогать этому ребенку? Таким образом, у меня каждый день есть чем заниматься. И после этого человек говорит: Андрей Андреевич, я вам написала, почему вы быстро мне не ответили, что это такое, вы же говорили и так далее. Друзья мои, если говорил, отвечу. Если не отвечаю, значит нет у меня времени. Я вам говорю это серьезно. Не будьте такими вредными и настойчивыми. Дело в том, что все в меру сил. Написал, значит, сообщение ваше исчезло. Повторите это сообщение. Я его посмотрю. И когда у меня будет возможность, обязательно вам напишу. Пусть это все совпадет, чтобы я был рядом с ноутбуком и так далее. Не нужно претензий, я вас прошу. Серьезно, не нужно претензий. Дело в том, что это есть в моих ступенях. Если этого нет и вы пишете, я вам обязательно отвечу. Просто вы тоже должны меня понимать.
У меня несколько аккаунтов в Facebook, каждый день я получаю 900 тысяч писем. Я ВКонтакте даже не открываю, потому что если открыть ВКонтакте, там 500-600 писем. Знаете, я уже в Одноклассники год не заходил. И популярность нашей школы, она увеличивается в геометрической прогрессии. То есть количество людей, которые меня знают, уже просто в Киеве настолько большое, что я без очков даже ходить не могу, потому что здороваются везде. Здороваются в переходах, здороваются на улице, здороваются в кафе, здороваются в стоматологии. Пришел в стоматологию, мне делала девочка очистку зубов. После этого я вышел, она говорит: Андрей Андреевич, а вы знаете, моя мама вас смотрит, и я вот вас тоже смотрю. Это о чем говорит? Это говорит о том, что еще вы должны понять, я не могу себя посвятить исключительно тому, чтобы просто отвечать на ваши вопросы. Вот не могу. Я не могу только этим заниматься. К сожалению, я сейчас даже людей не принимаю. Почему? У меня на этого не хватает времени. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Получится ли у меня открыть свой обувной магазин? Будет ли приносить? Не получится открыть, приносить не будет. Я начал заниматься разными дизайнерскими программами. Можно ли как-нибудь ускорить процесс моего обучения? Читала 15 мантр на железное кольцо и потом обнаружила, что один слог произносила неправильно. Можно ли снять начитанную программу? Не нужно заморачиваться так. В нашей школе есть мантра. Она звучит так: главное не заморачиваться и главное не париться. Итак, что было сегодня во время нашего бесплатного вебинара? Сегодня во время этого бесплатного вебинара я дал вам защиту о том, каким образом можно защитить от воровства и пожара вашу квартиру, а также о том, как создать программу на исполнение вашего желания. Слушаю вас часто. Такой вопрос. Соседка попросила у мужа соль, и он дал, когда меня не было дома. И началось с этого с финансовыми катастрофой. Можно ли нам самим убрать? Можно самим убрать. Можно самим убрать. Положите перед дверью этой женщины, которая взяла у вас соль, купюру денег, которая вам не жалко, но большую. И положите так, чтобы они не улетели. И произнесите слова: это тебе за нашу соль. Покупаю соль обратно. И после этого идите домой. Если эта женщина выйдет и заберет эту купюру, то после этого вы вернете энергетически свою соль обратно. Других методов нет. У меня 3 детей, мы болеем уже месяцы, не можем выздороветь. С мужем все плохо, и нервы уже не выдерживают. Это может воздействие кого-то? Наталья пишет. Нет, это у вас вирус, уважаемая Наталья. Не нужно сразу же считать, что все вокруг вас хотят вам гадость сделать. Наталья Лаврентьева. Андрей Андреевич, подскажите, как эзотерически убрать крадник и как распознать человека, сделавшего его? Рассматриваю вас, Наталья Лаврентьева, и вот что я хочу вам сказать. Да нечего у вас там краднику делать. У вас ни здоровья, ни денег, ни ярких отношений. Что у вас можно отобрать? Я понимаю, если крадник будет там у кого-то забирать, то заберет у кого-то богатого, знаете. Как работают крадники? Это вы сами отдаете. Говорите: благодарю. Человек говорит: хорошо, я принимаю твои блага. Говорите там: ничего себе. Человек говорит: да, все мне. И так человек становится крадником. Один кто-то знает это, и потом остальные лепят, он просто ходит и собирает. Несколько лет назад сын привез из Таиланда настольно-сувенирные часы, где под стеклом циферблата прямо по центру было его фото. Стрелки часов как бы шагали по фото. Правильно ли сделала, что недавно выбросила их? Правильно. Вы учили делать, намеренно пройти все ступени, убедилась, эзотерика работает, делала практики, всегда получается застолбить место, я счастлива. Вот хорошо. Подскажите, если эзотерический способ улучшить состояние волос, очень тонкие и очень сильно выпадают, осталось их на голове очень мало, а так хочется иметь длинные здоровые волосы. Эзотерические способы, их хватает.
У нас есть книга, она вышла недавно. Таня, дайте мне эту книгу «Магические методы лечения заболеваний». Как эзотерически исправить искривление позвоночника? Носите зеленую нитку. У нас в России идет шаман из Якутии в Москве, чтобы свергнуть Путина. Сети пестрят роликами о встрече с ним. Если вы слыхали об этом, что скажете? Ничего не получится у вашего шамана никогда. Все там При чем тут шаман? Пусть бьет в бубен. А то приедет туда, ему в бубен набьют. Значит, вот такая книга сейчас вышла. А эта книга новая, она уже у нас есть в продаже. Называется «Магические методы лечения человека». В ней я рассказываю, как сделать так, чтобы волосы выросли, как остеопороз убрать, как ожирение убрать, курение, истощение нервной системы, заболевания кишечника. Также здесь очень большое количество моих рекомендаций. Как лечиться кашками, цитрусами, куриными яйцами, чему помогает сода, о том, как лечиться водой, можно ли помочь себе металлами. То есть все нетрадиционные методы, которые были проверены, в том числе и мной тоже. Очень рекомендую. Данную книгу вы можете приобрести на нашем сайте kailas.market или на нашем сайте Дуйко Гуру в разделе «Эзотерические товары». Наталья Кашапова. Добрый день, Андрей Андреевич. Ваши коды творят чудо. Практикую их 2 месяца. Очень чувствительны перемены. Но поругалась опять с сестрой. Она вечно мной недовольна. Предлагают новую должность. Хозяин частной фирмы хочет меня нанять директора. Соглашаться или остаться на прежнем месте? Спасибо большое за ваши рецепты. Соглашайтесь. Я по вашему эзотерическому методу избавилась от моли. Вот, видите. Получится ли у меня открыть свой обувной магазин и будет ли он приносить прибыль? Отвечаю еще раз. Не получится. Прибыль приносить не будет. Или вы еще раз напишите. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, есть ли магия или обряд, связанный с радугой? Нет. С радугой обрядов нет. Я по вашему эзотерическому... Ага. Ученица первой ступени только начала. Спасибо за коды, работают мгновенно. Чудо. Подскажите, есть ли способ, чтобы муж не изменял? Заранее спасибо. Проходите вторую ступень бесплатно. Там я все рассказываю об этом. Также вторую платную, там тоже об этом рассказываю. Скажите, как эзотерически поддерживать сердце после операции стенирования? Это если у вас была операция, то тогда у вас энергии нет, эзотерической тем более. Чем вы собираетесь поддерживать? Выполняйте практики первой ступени. Купите эзотерическое целительство, 3-я часть. Делайте практики ёршика, как я объяснял. Читайте мантры для того, чтобы улучшить состояние сердца. Не знаете, как найти? Найдите сайт мой duiko.guru, войдите туда, найдите семинар или найдите статьи «Эзотерические методы лечения сердца». Так. Андрей Андреевич, пожалуйста, препарат стволовые клетки можно уже приобрести? Можно. Вы можете зайти на мой сайт aduiko.com, связаться с операторами, и он может вам предложить 2 препарата. Таблетированная форма, она называется Эмбрион Плюс, и вторая это жидкая формула с высокой концентрацией эмбриональных клеток, называется Эмбрио. Сейчас у нас проблема. У дочки с зятем нет детей, у него морфология, у него проблема с гормонами. Можно как-то им помочь эзотерически? Можно, проведите им обряд покупки ребенка. Если вы не умеете это делать, то я его давать точно сейчас не буду. Там есть сейчас символ такой, я его выложил в своей группе, это группа Дуйко, Кайлас и РТЕ. Там есть символ, который называется символом обретения, появления потомства, или там, как сделать так, чтобы ребенок появился. Ставьте такой символ и сыну, и дочери, читайте тот код, который там указал, по 108 раз, 2 раза 2 людям.
Прошла первую ступень, и так и есть. Все пошло кувырком. На работе катаклизмы, в аварию попала, разбила машину. Хорошо, без пострадавших. Дома мой мужчина меня не понимает. Говорит, секта, покрыл матом и всех. Не общаемся. Ну, много чего. Но это не страшно, я даже не парюсь. На фоне всего этого решила себя порадовать и к старому Новому году приобрести 3-ю ступень. А так как полный коллапс пошел, то средства на 3-ю ступень изыскивала откуда только можно и не можно. И 10 января под номером 11 получила, была несказанно рада, но не долго радоваться пришлось. Скачивать приходилось на компе у родственника, мой не тянет, а я сама не умею. Но решила проверить, как разархивируется после этого. На своем ноуте пересматривать не могу, ведь никто не предупреждал, что ключ используется один раз, и смотреть можно будет только там, где его использовал. В итоге, купив 3-ю ступень, я до сих пор не могу ею пользоваться. Что это? Еще одно испытание. Нос, конечно, не вешаю, пытаюсь наладить общение. Уважаемые господа, когда я слышу вот такие письма, или я вижу такие письма, а я их очень часто вижу, это загоняет меня в тупик. Я создавал эзотерическое направление, и я не хотел, чтобы оно было для людей доступным и бесплатным. Когда я защищаю свои информационные семинары, я имею на это право и имею право на этом зарабатывать. Если я имею право на этом зарабатывать, то давайте я буду это делать. В случае, если я буду выслушивать вот такие истории, они очень часто являются абсолютно фальшивыми, то очень часто, когда я высылаю вот это, и потом оказывается, что человек просто потом перепродает наши семинары и делает это, зарабатывая на этом даже небольшие деньги, то есть фактически у меня воруют. Либо задерживаются выплаты, либо прекращают контракт, увольняют. Что делать в этом случае? Делать вывод в этом случае необходимо. Делать во всех остальных прощать не нужно. Прощать, вернее, не нужно в душе, но делать или мстить, это не значит, это не то, к чему я призываю. То есть, когда я говорю прощать не нужно, это не значит, что нужно мстить. Я говорю, когда не нужно прощать, это нужно для себя четко понять, что это человек или эта компания сволочи, они не выплачивают, и что в такие вы больше устраиваться не будете. И после этого, когда вы сделаете для себя вот такой вывод, то найдете следующую работу, и данная ситуация у вас не повторится. Огромное спасибо за вас, за вашу магию. Все абсолютно работает. Если не пропускать работать над собой, с искренним уважением от всей души вам желаю крепкого здоровья. Ой, спасибо. Подскажите, пожалуйста, в первой новой ступени 32 кода от зла. Сколько раз читать код? По 7 раз я там объясняю, целый месяц или 2. Приобрела Сангай 11, практикуем с дочкой. По отзывам написано, что практики работают до сентября. Ну, да. Скажите, я правильно понимаю, четки должны быть только 108 бусин, а четками из 36 бусин пользоваться нельзя? Вы забыли, что в нашей школе существует правило. Кто сегодня напишет, какое правило в нашей школе самое важное, то от меня получит подарок какой-нибудь. Давайте, напишите мне первое слово. Какое основное слово у нас в нашей школе? Первая мантра. После мантры я ни при чем. Какая вторая мантра есть в нашей школе? Главное не... Здравствуйте, Андрей Андреевич. В каком платном вебинаре есть про НРС? Давайте, если здесь есть про НРС, я сейчас прочитаю. НРС. Читаю специально для вас. НРС. Насыпать в носки человеку с НРСом медные монеты и давать и спать так с медными монетами ночью. При этом перед сном каждую ночь съедать немного семян горчицы. Можно не разжевывая, просто глотать. Делать нужно не менее 1 месяца. Начните это делать. И вот, я смотрю сейчас, кто первый написал, не парься. Это написала Анна Мондрус. И за то, что она это написала, Анна Мондрус получает от меня совершенно бесплатно семинар, который называется «Ясновидение. Первая часть».
обратитесь в службу поддержки, скажите: Андрей Андреевич вам дал. Смотрите, вот вам ответ. Видите, большинство людей, которые сегодня здесь находятся, они знают вот этот ответ. Но почему вы его не знаете? Там 36 четок, 108. Скажите, что нужно сказать себе? Это не важно, не заморачивайся, не парься. Вот что нужно ответить себе. Это как бы вторая мантра, святая мантра нашей школы. Я надеюсь, сегодняшний вебинар вам понравился. Также я хочу сказать, что на сегодняшний день функционирует мой канал, который называется группа Facebook. Эта группа называется Дуйко, Кайлас и РТЕ. Вы можете добавиться в эту группу, я вас обязательно добавлю, единственный администратор. И я очень часто там бываю, именно туда я выкладываю всю информацию, которая связана там с новыми семинарами, а также постоянно я веду эту группу, там провожу опросы, делаю какие-то конкурсы и так далее. В случае, если вам хочется приобрести мои семинары или купить платную продукцию, вы можете перейти на мой сайт duiko.guru и рассмотреть инфопродукты, приобрести для себя те, которые вам необходимы. Также вы можете воспользоваться препаратами моей компании «Тибетская формула», перейдя на мой сайт aduiko.com, или же приобрести эзотерические артефакты или атрибуты, перейдя на сайт моей компании kailas.market. Сейчас, когда данный семинар закончится или вебинар закончится, обязательно в виде благодарности, в случае, если вам мой ответ понравился или там было это для вас полезным или что-то вам понравилось, обязательно нажмите на кнопку YouTube, перейдите на мой канал и подпишитесь на мой канал, а также обязательно поставьте лайк и напишите что-нибудь в виде комментария на любой из моих видео, которые находятся в YouTube. Я буду вам за это очень признателен. А вы в свою очередь сделайте мой YouTube канал более релевантным, а также сделайте видео более релевантным и сделайте так, чтобы те советы, которые давались мной в этом видео, были доступны еще более широкому количеству людей. С вами был Андрей Дуйко. До свидания.